Друзья, всем привет! Расклад для тех, кто думает о любви, кто хочет большой, настоящей, чистой любви, а не той, как в том фильме «Приходи вечером на сеновал». Расклад могут смотреть как мужчины, так и женщины. У нас будет два варианта. Это будет первый вариант, это будет второй вариант. Делать будем динамический расклад. Просто покопаемся в поле. Я выложу 10 карт для каждого варианта. И каждую карту открою на какой-то конкретный вопрос. Этот расклад даст вам возможность понять вообще, чего вы хотите на самом деле и чего вам кажется, что вы хотите. Может быть, кому-то даст понять, почему до сих пор вы не встретили человека, с которым могли бы быть счастливы. Немножко поговорим о том, кто идет в вашу жизнь в ближайшее время и для чего будет этот человек. Как вы его узнаете или ее узнаете. И чем вообще для вас закончится это знакомство. Нажимайте в тайминге на тот вариант, который вам интересен больше всего. И давайте начинать. Все, кто выбрал первый вариант, всем привет. Так, это пока сюда отодвинем. Давайте начнем смотреть вас. Там где-то башня зашевелилась в колоде. Наверное, это говорит о том, что в вашем прошлом вы переживали множество каких-то потрясений в вопросах любви и отношений. И к текущему моменту вы очень сильно изменились. Вы стали другим человеком, не таким, каким вы были вчера и позавчера. И уже по-другому совершенно смотрите на вопрос любви. Так, ну и давайте начинать. Начнем с этой карты. Вы сейчас. Что вы за человек? Вы сейчас устали. Вы сейчас ничего не знаете, ни о чем не думаете. Наверное, ничего не хотите. Вообще не понимаете, можно ли чего-то хотеть. Какая-то внутренняя, очень напряженная такая ситуация. Нежелание смотреть, может быть, где-то правде в глаза. Может быть, невозможность или страх кому-то отказать, чему-то отказать. Это карта про состояние, которое, наверное, можно назвать в некотором смысле состояние человека незрелого. Незрелого в каком плане? Вы все еще ждете того, что в вашу жизнь придет персонаж, который сможет вас спасти. В прямом и переносном смысле вытащить вас из каких-то очень затруднительных жизненных условий. Вот здесь пока играет главная такая вот история. Но для кого-то эта карта «Восьмерка мечей» может означать, что вы сейчас находитесь в ситуации, из которой пока еще нет никакого-то внятного выхода. Непонятно, что делать дальше. Внешние условия, внешняя среда, они ограничивают вас и не дают вам возможность чувствовать себя свободно, поступать свободно, делать что-то еще. То есть есть какие-то определенные обязательства, есть какие-то определенные действия, слова, которые необходимо довести, до конца, дождаться, пока что-то само собой разрешится. Готовы ли вы к любви? Я думаю, более чем. Если вы женщина, так вы точно готовы к любви, вы готовы заботиться, вы готовы любить, вы готовы очень много отдавать из того, что у вас есть. Вы очень цените семейный уют, вы вообще женщина очень семейная такая, вот уютная, домашняя. Если вы мужчина, то вы тоже, в принципе, я думаю, готовы к любви. И вы очень хотите, чтобы рядом с вами была женщина, которую вы можете сделать таким, наверное, очень важным аспектом в своей жизни. Женщина, которой вы можете показать, какая она ценная. Женщина, о которой вы готовы заботиться. Женщина, с которой вы готовы создать семью и какой-то семейный уют с ней испытывать. Что еще нужно знать о вашей готовности к любви? Что еще нужно знать о вашей готовности к любви? Ну вот у нас король пентаклей. Да? Женщины хотят мужа, мужчины хотят жену. Подходящего человека для себя, с которым я могу быть счастлив. Какую любовь вот хочется на самом деле? На самом деле, какую хочется любовь? Свободную. Свободную не в плане сегодня с одним, завтра с другим или с одной, с другой.
такую любовь, в которой можно быть самим собой, в которой можно быть таким человеком, какой ты есть на самом деле, когда тебя принимают таким, какой ты есть, когда тебя не требуют, чтобы ты менялся, когда вы можете свободно выражать свои мысли, когда вы чувствуете комфорт в отношениях, когда вам есть о чем поговорить, когда у вас какие-то схожие взгляды на жизнь, на мир, когда вы чувствуете, что отношения именно для релакса, расслабления, удовольствия, а не для каких-то сложно-бытовых вопросов. Вот такой прежде всего тут акцент. Долго ли вам ждать встречи? Долго ли вам ждать встречи? Я думаю, что нет. Это не просто встреча, это брак. У вас будет не просто встреча, а здесь будет брак. И словно такая вот какая-то маленький будет промежуток между знакомством и между вступлением в брак. Может быть, кстати, раз уж у нас здесь вышли такие карты, 2 король, королева, пара, да, и вышел папа. Может быть, здесь история именно про то, что люди, которые смотрят первый вариант, уже находятся в отношениях и смотрят этот расклад для интереса. Кроме того, у нас здесь вышел мир, который отвечал на вопрос, какую хочется любовь на самом деле. Здесь, возможно, история про то, что вы в первом варианте целенаправленно ищете или заинтересованы в партнере или в партнерше, который находится в другой стране или в другом городе. То есть вы не готовы общаться, встречаться с человеком, который находится рядом вас. Может быть, кто-то ищет себе пару в интернете через сайты знакомств или какие-то другие сообщества по интересам. Вот. Но здесь однозначно история про то, что ждать осталось недолго. Скорее всего, в этом году у вас должна произойти уже какая-то встреча, которая приведет к чему-то глобальному, большому в виде брака и объединения. Кто идет в вашу жизнь в настоящий момент времени вообще? Если вы без пары, кто идет? И здесь 5 жезлов. Мне хочется сказать, что никто здесь по 5 жезлов в вашу жизнь не идет, потому что в вашей жизни и так уже все ясно. И, наверное, здесь сейчас многие из тех, у кого нет пока никаких партнеров, не хотят никаких случайных людей. Не хотят таких людей, с которыми нужно соперничать, конкурировать, с которыми нужно биться, не хотят каких-то краткосрочных отношений, таких вот какой-то здесь такой нюанс. Но если мы будем говорить о персоне человека, то, безусловно, в вашу жизнь идет такая женщина или такой мужчина, у которого есть внутренний стержень. Это человек, который обладает даром убеждения, человек, который не боится, которому не страшно, который готов сражаться за свои интересы, который готов противостоять, может быть, миру и требовать от этого мира соблюдения своих интересов. Вот какой-то тут такой состязательный кроется момент. Для чего идет этот человек? Откроем эту карту. Для чего идет этот человек? Для нового будущего, безусловно. Для того, чтобы вы наконец-таки вырвались действительно из своих ограничений, для того, чтобы вы вздохнули полной грудью, увидели будущее свое прямо вот перед глазами, для того, чтобы вы могли отказаться от того, что для вас действительно ценно, ради более каких-то глобальных и серьезных вещей в своей жизни, чтобы вы могли создать свою жизнь, созидать ее именно такой, какой вы хотите ее видеть, такой, какая она вам на самом деле импонирует и интересна. Вот. Как вы узнаете этого человека? Откроем эту карту. Как вы узнаете этого человека? Как вы узнаете этого человека? Этот человек будет расположен к вам как-то вот по-доброму. Либо этот человек будет как предлагать вам свою помощь, может быть. Может быть, этот человек подскажет вам, в свою очередь, как вы можете поступить. Здесь какое-то очень теплое, приятное общение. Человек, который расположен к вам с открытым сердцем, с открытой душой, так назовем. Тот, кто не та или тот, кто не будет хотеть от вас чего-то. Дай мне, не будет такого. Это будет человек, который, наоборот, будет готов отдавать вам. Возьми вот это и вот это попробуй. А давай вот это, а давай вот это. Какой-то вот очень такой хороший, интересный персонаж. Что этот человек скажет вам при первом контакте, вот когда состоится факт знакомства, что этот человек скажет вам при первом контакте? Этот человек скажет вам что-то вдохновляющее, что-то ободряющее. Этот человек как-то вот сделает, может быть, что-то такое, что внутри вас загорится огонь жизни, что вы почувствуете жажду жизни, что вы почувствуете, что перед вами много разных возможностей открыто, что в буквальном смысле
вы человек, который еще очень много может в своей жизни сделать. Вы почувствуете себя значимым или значимой, красивым или красивой. Вы почувствуете в себе вот прям огонь какой-то внутренний разгорится у вас. Что-то здесь вот такое вот будет. Чем закончится для вас это знакомство? Чем оно для вас завершится? Исполнением мечты и желания, судя по всему, человек, с которым вы познакомитесь и станет вашим мужем или вашей женой. Вот такая здесь история. Здесь у кого-то поменяется место жительства, потому что у нас 2 карты дороги, и вот еще двоечка у нас есть жезлов. Полное обновление всего и вся. То есть раскроете себя именно с такой стороны, вот какой вы есть человек на самом деле. Вот вы освободитесь от всех этих условностей, вы станете свободным, открытым, можете быть тем, кем вы хотите быть, будете заниматься тем, чем вы хотите заниматься, жить будете в таком месте, о котором вы всегда мечтали, все в вашей жизни будет очень хорошо. Вот такая здесь история, ребята, в первом варианте. На дне колоды у меня 6 пентаклей, то есть это будет брак, действительно, который утвержден на небесах. Прежде всего, здесь, мне кажется, женщине дадут мужчину такого, в котором она действительно нуждалась, а мужчине дадут такую женщину. Ну, тут, не знаю, мне глядя на эту 6 пентаклей, хочется сказать, что в первом варианте женщина встретит в буквальном смысле какого-то ангела-хранителя. Этого мужчину послали к этой женщине для того, чтобы он был с ней, оберегал ее, охранял ее и так далее. Не то, чтобы мужчина будет в чем-то здесь ущемлен. Нет, у этого мужчины миссия любить, помогать, оберегать, быть вместе. Вот конкретно с вами. Вот. Ну и в начале колоды 7 мечей. То есть это такая история, что, может быть, тема вашего знакомства будет касаться того, что кто-то из вас будет находиться в состоянии какой-то очень непростой жизненной ситуации. Может быть, вы будете чувствовать, что вам необходимо куда-то бежать, или вы будете находиться в бегстве. В общем, как-то будете находиться на некотором расстоянии от других людей. Будете как-то свою жизнь тихонечко созидать, без особого контакта с внешней средой. Вот какая-то здесь такая история, ребята. Так что я вам всем желаю скорейшей встречи друг друга, любви, счастливой семьи, хороших полноценных отношений. Приходите к нам учиться. Пока-пока и до новых встреч. Все, кто выбрал вариант номер 2, всем привет. Давайте посмотрим, что там у вас. Интересного есть про любовь. Что там у вас есть интересного про любовь? Не забудьте подписаться на наш канал и на наш канал в Телеграм. Обязательно загляните. И поставьте лайк этому видео. Это поможет другим людям тоже найти нас и получить для себя какую-то полезную, важную информацию. Так, 8. Еще у нас осталось 2. Итак, второй вариант. Начнем с этой карты. Вы сейчас второй вариант. Вы сейчас в предвкушении чего-то грандиозного и большого в своей жизни. Вы сейчас просто окутаны какими-то очень приятными эмоциями. Вы чувствуете себя как-то вот восторженно, какие-то романтические внутри вас блуждают настроения. У многих из вас в жизни начался какой-то новый этап, новый период. И в буквальном смысле вы делаете какие-то только первые самые шаги в этой своей новой жизни. Вы очень цените то, чем вы владеете, то, что у вас есть. Вы человек-идеалист, вы тот человек, который верит в свою мечту, который знает, что перед ним открыты все дороги. Вы человек, который очень добро относится к миру и по-доброму, в принципе, относится к людям. Вот такая здесь чудесная у нас во втором варианте персона. Готовы ли вы к любви? В настоящий момент времени. Готовы ли вы к любви? Рыцарь жезлов. Я бы сказала, вы не просто готовы к любви, вы готовы завоевывать эту любовь. Захватывать ее в свой плен, в хорошем смысле этого слова, брать ее там на абордаж. Очень многое готовы делать для отношений. И вообще, в принципе, заинтересованы в том, чтобы в вашей жизни складывались такие обстоятельства, когда ничто не может помешать вашей любви и вашим чувствам. Вот. Какой еще любви вы готовы? Какой еще любви вы готовы? И сразу у нас король жезлов. Если вы мужчина,
то вы готовы брать на себя ответственность за свою женщину. Вы готовы к такой любви, в которой мужчина будет занимать главное, главенствующее положение в паре. Вы готовы к такой любви, где женщина будет, безусловно, видеть вас, мужчину, допустим, или если вы женщина, то вам нужна такая любовь, в которой рядом с вами будет мужчина, такой очень яркий, органичный, красивый, уверенный в себе, человек, который не сидит на месте, человек, который умеет работать, который умеет зарабатывать, которому нравится принимать активное участие в какой-то социальной жизни. То есть вам не подойдет мужчина, которому неинтересно реализовываться в этом обществе. Вам такой не подходит. Вам нужен человек такой очень деятельный. Ну и если вы мужчина, то вы, безусловно, здесь готовы именно к тому, что вам нужна женщина, которая будет уважать ваши интересы. Вот. Почему так? Достанем еще карту к этому рыцарю. Почему так? Почему вот вы готовы захватывать, как-то оберегать, удерживать? Почему так? Потому что у вас очень много энергии здесь. У вас очень много энергии. Эту энергию нужно куда-то девать. Во-первых, вам нужна рядом, если вы мужчина, вам нужна рядом женщина, которая умеет успокаивать буквально, не знаю, одним взглядом. Женщина рядом, с которой вы чувствуете себя действительно человеком, который не один в этом мире. Если вы женщина, то вам нужен именно такой мужчина-завоеватель, который вот будет давать вам ощущение, знаете, вашей какой-то девочковости, так скажем. Человек, у которого есть неограниченный какой-то потенциал, и рядом с которым ваш личный потенциал будет раскрываться и давать вам ощущение какой-то жизни, огня, страсти. Здесь однозначно очень много в вопросах отношений касается темы сексуальной близости, касается вообще темы какого-то охотничьего азарта. Я думаю, если вы женщина, вы по природе охотница, а если вы мужчина, то вы тоже в свою очередь по природе дикий охотник. Да? Вам нужен такой партнер, рядом с которым вот эти ваши качества охотничьи будут раскрываться и максимально совпадать друг с другом. Долго ли вам ждать встречи? Долго ли вам ждать встречи? Давайте посмотрим, долго ли вам ждать встречи. Паж Пентаклей. Я думаю, что нет. Я думаю, что недолго ждать встречи. Для многих, кто выбрал второй вариант, эта встреча должна произойти уже в этом году. Уже в этом году, может быть, эта встреча будет приурочена к получению какого-то финансового для вас результата. Может быть, вы познакомитесь или встретитесь с человеком тогда, когда вы получите деньги. Или вы получите какой-то выгодный контракт, может быть, какую-то покупку осуществить. В общем, здесь что-то такое вот весомое в вашей жизни, какой-то весомый результат. И получение этого результата плюс-минус будет совпадать со встречей. Я думаю, что многие во втором варианте должны встретиться со своим партнером или партнершей именно в этом уже году. Вот. Дальше. Кто идет в вашу жизнь? Кто идет в вашу жизнь? В вашу жизнь идет человек, которого вы абсолютно и тотально заслуживаете. Вот это первое. Второе. В вашу жизнь идет человек очень рассудительный. В вашу жизнь идет человек очень весомый. Человек очень хорошо понимающий, как устроена жизнь. Человек, который умеет принимать очень трезвые решения. Человек очень расчетливый. Человек, осознающий последствия своих действий. Очень умный человек, очень искренний человек, чистый, который не будет стремиться к обману или к извлечению каких-то выгод. Это будет такой человек, который умеет обосновать причинно-следственную связь или обосновать свои решения, или что-то еще. Человек, которому нравится общаться, человек, с которым можно будет очень комфортно и, наверное, строить отношения, потому что здесь история про человека, безусловно, понимающего, да, сколько времени нужно уделять работе, сколько времени нужно уделять каким-то другим вещам. Но и так как у меня здесь правосудие, здесь однозначно человек свободный, человек, который либо будет находиться в состоянии бракоразводного процесса на этапе вашего знакомства, либо человек, который уже будет разведен или разведена. То есть это партнер, который уже был в браке и в настоящий момент будет уже свободен. Для чего этот человек идет в вашу жизнь?
Достанем эту карту. Для чего идет? Ну, смотрите, 8 пентаклей сразу. Во-первых, безусловно, для семьи. Во-вторых, для совместной работы однозначно. Для очень хорошего такого взвешенного взаимодействия друг с другом, для создания очень крепких, надежных отношений во всех смыслах. Вот для чего идет этот человек. Как вы этого человека узнаете? Как вы узнаете этого человека? Ну, узнаете, наверное, по уровню достоинства. Если вы мужчина, и вы узнаете женщину, которая придет в вашу жизнь, именно по уровню ее проницательности, по какой-то ее немножечко такой дистантности. Она будет очень уважительно с вами общаться. Она будет мало говорить о себе, но много задавать вопросов о вас. Она будет искренне интересоваться тем, какой вы человек. Если вы женщина, то вы узнаете этого человека прежде всего по его отношениям к женщинам. Этот мужчина женщин боготворит. Он наделяет любую женщину очень большим уважением, очень большим, не знаю, чувством собственного достоинства, ценности, вот какие-то такие вещи. То есть для этого мужчины, который идет в вашу жизнь, женщина – это какое-то сакральное чудо. А женщина – это мать прежде всего. То есть у этого человека очень хорошее отношение к женщинам, очень трепетное, очень внимательное. Это мужчина, который очень ценит женщину просто потому, что вот она есть. Дальше. Что этот человек скажет вам при первом контакте? Что этот человек скажет вам при первом контакте? Давайте посмотрим. Ну, тут буквально привет. Привет, как дела? Привет, как дела? Привет, давай, не знаю, там, поговорим, что-то еще. Здесь очень легкое будет какое-то общение, такое, знаете, общение уже какое-то, как вот близких друзей. Как людей, которые уже знакомы друг с другом, как людей, которые уже, ну, как-то, не знаю, может быть, действительно кто-то уже здесь до этого был знаком, или знакомство состоится непосредственно вот в кругу каких-то близких людей, да, там, не знаю, встреча, какая-то вечеринка, какая-то рабочая компания, что-то еще. То есть первое, вы узнаете этого человека именно по легкому какому-то отклику, по какому-то легкому стилю ведения контакта. От этого человека будет проистекать очень приятный какой-то вот флёр, состояние, будет чувствоваться близость, что мы друг друга уже как будто хорошо знаем, и нам с друг другом очень легко. Вот. Чем закончится это знакомство для вас? Чем это знакомство для вас закончится? 5 кубков. Ну, здесь, как это ни странно, для многих людей во втором варианте, наверное, это знакомство закончится тем, во-первых, что либо вы расстанетесь с каким-то человеком, может быть, другим, который у вас был, да? Либо вы в конечном итоге расстанетесь со своей жизнью, которая не очень-то особо как-то вот вас и радовала. Но здесь 5 кубков, карта такая достаточно спорная, поэтому мы тут будем отталкиваться от следующих моментов. Для многих людей во втором варианте это знакомство с этим человеком, который идет в вашу жизнь, закончится именно расставанием. Ну, не знаю, мне почему-то хочется сказать здесь, что вы не с этим человеком расстанетесь. Вы расстанетесь с каким-то другим человеком. Вот, не знаю, такое чувство, что на тот этап вашего знакомства какие-то вот, может быть, другие претенденты или претендентки вашей руки и сердца отвалятся от вас, просто потому что вы поймете, что там уже все закончено. Либо здесь закончится именно, ну, не знаю, расставанием. Давайте уточним немножко детали, потому что непонятно, расстанетесь-то вы с кем, с этим человеком или с каким-то другим человеком. Расстанетесь, и что еще у нас тут 5 кубков интересного рассказывается. Итак, с кем-то другим или с этим человеком? Нет, с этим человеком вы не расстанетесь. С этим человеком все-таки у вас будет семья. Вы расстанетесь с каким-то другим человеком или расстанетесь со своими фантазиями, представлениями, ожиданиями, которые у вас были. С каким-то очень хорошим этапом в своей жизни расстанетесь, потому что поймете, что он действительно у вас закончен, там для вас все завершилось. А с этим человеком у вас будет семья все-таки. Ну и про что это вообще?
Про что эта карта? Эта карта говорит про обретение хорошей жизни, достатка. Да? Вот у нас здесь история именно про то, что все какие-то переживательные моменты в вашей жизни все-таки закончатся. С появлением этого человека в вашу жизнь мужчины однозначно приобретут для себя очень любящую женщину, которая будет заботиться о них, которая будет их жизнь наполнять каким-то смыслом, которая будет очень многое делать для отношений, для семьи, вот как-то так. А женщины, в свою очередь, наконец-таки обретут для себя вот возможность реализовать свое призвание именно быть женщиной, такой вот семейной женщиной, которая полноценно раскрывается в отношениях, женщина, которая чувствует, что она ценна для мужчины и так далее. Поэтому я считаю, что вы расстанетесь в этой пятерке кубков. Для вас это знакомство закончится тем, что вы расстанетесь с каким-то другим человеком или расстанетесь со своей жизнью, с какими-то, может быть, другими близкими, я не знаю, людьми, которые для вас были важны, и приобретете в лице вашего нового человека, ну вот того партнера, партнершу, опору, поддержку, не знаю, семью, собеседника, единомышленника, в котором вы давно нуждались. Вот что-то здесь мне кажется такое. Ну и на дне колоды у нас королева мечей. Это история про то, что женщины точно будут знать, на что они идут в этих отношениях. Женщина для мужчины точно озвучит какой-то конкретный свой, я не знаю, свой потенциал, чего она хочет, свои перспективы, свое видение. То есть какие-то условия здесь сразу будут понятны, на что эта женщина будет готова, на что нет. Для мужчин здесь такой контекст. Женщина сразу хочет и сразу как будто скажет, что она заинтересована в здоровых, полноценных таких вот каких-то отношениях, в которых люди вместе. Что здесь такое будет, да, что мне не интересно просто так болтать, а мне интересно именно совместно какими-то заниматься делами, как-то, чтобы наши отношения были нормальными, вот семейными. Видите, что женщина скажет точно, что я не буду сидеть на задворках твоей жизни, я буду в твоей жизни принимать такое же активное участие, как и ты сам, помогая тебе, в свою очередь, какими-то своими советами, рекомендациями. Есть такой контекст. И в начале колоды у нас король кубков, ну, тут история про мужчин, прежде всего, про то, что мужчины здесь все равно сменят свой статус от свободного человека, перейдут к человеку, который находится в браке. Вот. Ну и для женщин та же самая история. Так что, ребята, я вам всем желаю удачи. Верьте, пожалуйста, в любовь, она есть. И обязательно приходите к нам учиться. До новых встреч и пока-пока.